Приветствую вас на канале «Книги, истории, факты». В этом ролике я хочу рассказать 250 интересных фактов, чтобы не скучать в очереди за бензином. Прошу поставить большой палец вверх сейчас до просмотра, это очень важно для нас. Вы всегда сможете его убрать, если видео вам не понравится. Начнем. 1. В 1999 году супермаркет Мексия Супермаркет Форт Уэрте, штат Техас, неожиданно закрылся, а владельцы бросили его вместе со всем содержимым. Скоропортящиеся продукты месяцами гнили в летнюю жару, из-за чего здание признали биологически опасным объектом. Специалистам по работе с опасными материалами потребовалось 2 недели, чтобы очистить магазин. 2. Высокие люди, как правило, больше зарабатывают, выяснило исследование. 3. В 1993 году Мэри Энн Франко потеряла зрение после тяжелой автомобильной аварии. Спустя 23 года она упала у себя дома и получила травму, потребовавшую операции на позвоночнике. Очнувшись после операции, Мэри Энн обнаружила, что ее зрение полностью восстановилось. Точная причина этого остается неизвестной. 4. В Бангладеше есть копия Тадж-Махала. 5. В математике есть немало удивительных закономерностей, но одна из самых известных связана с числом 6174, которое называют постоянной Каприкара. Ее открыл в 1949 году индийский математик Даттарая Рамчандра Каприкар. Он обнаружил, что почти любое четырехзначное число при выполнении очень простой процедуры неизбежно приводит к одному и тому же результату 6174. Правила такие. Возьмите любое четырехзначное число, в котором не все цифры одинаковы. Расположите его цифры по убыванию и по возрастанию. Вычтите меньшее число из большего. Повторяйте процедуру с полученным результатом. Не более чем через 7 шагов вы обязательно придете к числу 6174. Интересно, что для трехзначных чисел существует аналогичное постоянное 495. Если выполнять ту же процедуру с трехзначными числами, они будут сходиться именно к ней. 6. У слонов есть молочные бивни, которые выпадают, и на их месте вырастают коренные. 7. В 1970-х годах правительство Израиля пыталось запретить цветное телевидение, считая его непозволительной роскошью. Но позже было вынуждено отменить этот закон, так как большинство израильтян купили телевизор с функцией обхода запрета. 8. Алла Пугачева случайно стала бэк-вокалисткой Наутилуса Помпилиуса во время записи альбома «Князь тишины». Работая над песней «Доктор твоего тела», музыканты решили добавить в нее партию шепотом. Бутусову не удавалось добиться нужного звучания, и тогда зашедшая в студию Пугачева показала, как это нужно делать. Звукорежиссер Александр Кальянов тайком записал ее шепот и предложил оставить запись в треке. Идея понравилась группе, и голос Пугачевой вошел в финальную версию песни, хотя сама певица не планировала участвовать в записи альбома. 9. Слизень – самое зубастое существо на Земле. Количество зубов у одной особи может достигать 75 тысяч. 10. В 1964 году власти США в течение 6 месяцев подвергали Оклахома-Сити регулярным звуковым ударам от сверхзвуковых самолетов. Всего над городом прогремело 1253 звуковых удара. Эксперимент должен был показать, как постоянный шум влияет на людей и городскую инфраструктуру. 11. Во время осады Парижа прусскими войсками в 1870-1871 годах город оказался полностью отрезан от поставок продовольствия. Когда запасы иссякли, парижанам пришлось есть разных имеющихся в городе животных. Некоторые рестораны предлагали так называемую «осадную кухню». Для многих жителей такие блюда стали не экзотикой, а способом пережить голод. 12. Хотя в США со времен Джорджа Вашингтона сложилась традиция приносить президентскую присягу на Библии, закон этого не требует. Линдон Джонсон принес присягу, положив руку на католический молитвенник. Джон Куинси Адамс использовал сборник законов. Теодор Рузвельт вообще обошелся без какой-либо книги. 13. Самая тусклая звезда в созвездии Большой Медведицы – Алькор.
в древности служила тестом остроты зрения. Если римлянин мог ее разглядеть, он годился для службы лучником в армии. 14. На ведущей руке ногти растут быстрее. 15. Аэропорт Брюсселя считается крупнейшей в мире точкой продажи шоколада. Там продается более 1,5 килограммов шоколада в минуту, около 2 тонн в день. 16. Название Молдавии произошло от реки Молдова, ныне протекающей на северо-востоке Румынии. 17. Осенью 1944 года Болгария несколько недель формально находилась в состоянии войны одновременно с Германией, СССР, Великобританией и США. 18. Статую свободы привезли в США не целиком. Сначала доставили только руку и выставляли ее в разных городах, что позволило собрать средства на завершение проекта. 19. Самый древний свет, доступный наблюдениям. Реликтовое излучение, оставшееся от ранней Вселенной, может нести следы очень слабого поворота поляризации. Физики называют этот эффект космическим двойным лучепреломлением. Свет не меняет траекторию, но направление его электромагнитных колебаний, возможно, слегка поворачивается за миллиарды лет пути через космос. Если существование этого эффекта подтвердится, он может указывать на нарушение зеркальной симметрии Вселенной. Проще говоря, законы природы могут вести себя не совсем одинаково для мира и его зеркального отражения, как если бы у Вселенной было едва заметное предпочтение левой или правой версии реальности. Пока это не доказанный факт, а предварительное свидетельство, которое может указывать на существование неизвестных физических полей или процессов, не описываемых современной стандартной моделью физики. 20. 90% китайских подростков страдают близорукостью. 21. В Бразилии проживает около 2 миллионов человек японского происхождения, больше, чем в любой другой стране за пределами Японии. После отмены рабства в 1888 году страна столкнулась с нехваткой рабочей силы, и в последующие десятилетия туда переселились многие японцы. Одним из результатов этого культурного взаимодействия стало возникновение бразильского джиу-джитсу. 22. В языке микмаков, коренного народа востока Канады, некоторые деревья называют по звуку, который осенний ветер издает в их ветвях спустя примерно час после заката. Как отмечают лингвисты Дэниел Неттл и Сьюзен Ромейн в книге «Исчезающие голоса», если меняется звучание дерева, может измениться и его название. Поэтому язык микмаков служит своеобразным архивом окружающей среды. Если старейшины помнят другие названия деревьев, это может указывать на изменения в экосистеме, например, в составе леса, характере ветров или состоянии самих деревьев. Этот пример показывает, что малые языки хранят знания об окружающей среде, накопленные многими поколениями. 23. Самоучка Лилиан Тодд сама спроектировала и построила самолет всего через 3 года после братьев Райт. 24. Стивен Хокинг, выдающийся физик, теоретик и популяризатор науки, отмечал, что после школы не получал систематического математического образования. Когда Хокинг начал преподавать математику в Оксфорде, он читал учебник, опережая собственных студентов всего на 2 недели. 25. Растения-хищники рода Непентhes привлекают насекомых и мелких животных в специальные листья-ловушки, напоминающие кувшины. На острове Борнео был найден необычный вид – Непентhes, стыдливый, у которого кувшинчики развиваются под землей. Основной добычей этих скрытых ловушек становятся муравьи. 26. По всем возможным показателям человек ближе к шимпанзе, чем шимпанзе, например, к орангутану. 27. В дореволюционной России тайные сотрудники полиции и жандармерии получали жалование в размере 30 рублей в год. Особенно ценных осведомителей поощряли гораздо щедрее. Выплаты могли достигать 3000 и даже 30 тысяч рублей в год. Любопытно, что суммы вознаграждений традиционно оставались кратными 30 рублям. По данным историков, это правило нигде официально не фиксировалось, однако его смысл был очевиден современникам. Оно напоминало о 30 сребрениках, полученных Иудой за предательство. 28.
В системы фильтрации сточных вод запускают форелей, потому что они наиболее чувствительны к загрязнению. Если в воде появляется токсичное вещество, эти рыбы погибают первыми. 29. За 400 лет до нашей эры персы разработали яхчалы – древние холодильники, которые могли сохранять лед в условиях пустыни. 30. В Малайзии уникальная система правления – выборная монархия. Каждые 5 лет 9 монархов выбирают из своей среды верховного правителя и его заместителя. 31. Под годом мы подразумеваем время, необходимое Земле на то, чтобы совершить полный оборот вокруг нашей главной звезды – Солнца. Принято считать, что это время составляет ровно 365 дней. На самом же деле астрономический год длится 365,25 суток. Эти дополнительные 0,25, то есть четверть суток, требуют корректировки, которую мы называем високосным годом. Раз в 4 года мы добавляем году 1 день и тем самым компенсируем накопившуюся разницу. 32. Полулунная складка во внутренних уголках глаз человека – это рудимент, оставшийся от 3 века. Мигательной перепонки, которая есть у многих животных, например, у кошек и ящериц. 33. Если хотите что-то разглядеть в темноте, не смотрите прямо на этот предмет. Периферическим, то есть боковым зрением человек при плохом освещении видит лучше. 34. Первый в мире 4-моторный самолет, давший начало тяжелой авиации, русский «Витязь», построил в 1913 году инженер Российской империи Игорь Сикорский. 35. В каменном квадрате на фасаде храма Святого Семейства расположено 16 клеток с цифрами. Сумма цифр в каждой горизонтали, вертикали, диагонали, а также во внутреннем квадрате 33, что символизирует возраст Христа на момент распятия. 36. В Гане считается, что для того, чтобы ребенок родился красивым, беременной женщине не следует смотреть на уродливые вещи. 37. Найденный в Мексике новый вид змей получил название Cenaspis aenigma, от испанского «цена» – обед. Первый экземпляр нашли полупереваренным в желудке кораллового аспида, но даже это не помешало ученым установить, что перед ними неизвестный ранее вид. 38. Самый высокий уровень содержания кофеина на порцию кофе в эспрессо. 39. Петр I любил медицину и собственноручно удалял людям больные зубы. В Кунсткамере хранится коллекция из 32 вырванных им зубов. 40. Когда артериальное давление измеряет врач или медсестра, оно нередко оказывается выше, чем при самостоятельном измерении. Этот феномен называют синдромом белого халата. 41. Уже более 200 лет власти Женевы официально объявляют о приходе весны, когда на официальном каштане под окнами кантонального правительства распускается первый листок. Дату заносят в специальный журнал с 1818 года, что делает эти наблюдения одними из самых продолжительных в мире. Обычно дерево распускается в марте, но бывают и курьезы. В 2002 году первый лист появился 29 декабря, а в 2006 каштан сначала возвестил о наступлении весны в марте, а затем неожиданно зацвел снова в октябре. Из-за этого весну в Женеве пришлось объявлять 2 раза за 1 год. 42. В России наемных убийц называют «киллер», от английского «килла», но в английском языке это слово означает просто «убийца», а наемный убийца – это «хитман». 43. Самый маленький и единственный необитаемый остров Фарерского архипелага Луитла-Дуимун часто покрыт собственным облаком. 44. В 2011 году 75-летняя грузинка, собиравшая медь для продажи, случайно повредила оптоволоконный кабель и отключила от интернета всю Армению, а также некоторые районы Азербайджана. Местные СМИ прозвали ее «хакером с лопатой». 45. В 1980-х годах подростки Нью-Йорка набивали бумагой приемники жетонов на турникетах метро.
Когда человек вставлял жетон, турникет не срабатывал, и ему приходилось идти к другому турникету и тратить еще жетон. Злоумышленник подходил к сломанному турникету и ртом высасывал жетон обратно. Чтобы воспрепятствовать этому, в щели для жетонов стали сыпать перец. 46. Рок-музыкант Чет Крюгер получил от отчима суду в размере $4000, чтобы его группа Nickelback могла записать свой первый альбом. 47. Коко Шанель, по ее словам, научилась работать у русских, наблюдая за тем, как Дягилев и его труппа работают над балетными постановками. 48. В оригинале сказки про Винни-Пуха сова мужского пола и представляет собой пародию на высокомерного и кажущегося умным, но на деле безграмотного выпускника английской частной школы. 49. Существует белорусский арабский алфавит, средство записи белорусского языка при помощи арабской письменности, разработанное специально для белорусско-литовских татар. 50. Периферическое зрение человека, независимо от его желания, фиксирует движение. Вот почему мигающие баннеры по краям сайта так привлекают внимание и раздражают. 51. На изображении фотография с поверхности Венеры, сделанная советским аппаратом Венера-13 в 1982 году. 52. Согласно исследованию Канзасского университета, требуется около 50 часов общения, чтобы превратиться из случайного знакомого в приятеля. Еще 40 часов, чтобы стать другом, и всего 200 часов, чтобы стать близким другом. 53. На дне Тихого океана, на глубине почти 3000 метров, есть кирпичная дорога. Она имеет естественное происхождение и образовалась в результате древней вулканической активности. 54. Взрослых людей, имеющих детские увлечения, комиксы, мультсериалы, детские телешоу, видеоигры и тому подобное, в Японии называют окина атамадати – взрослый друг. 55. У Антарктиды есть собственный интернет-домен .aq. Получить адрес в этой зоне могут только организации, работающие на континенте или связанные с деятельностью в Антарктиде, например, научные станции и государственные структуры стран-участниц Антарктического договора. 56. В 2021 году итальянский художник Сальватаре Гарау выставил на торги и продал за 15 тысяч евро скульптуру под названием «Ио соно» – «Я есть». Один нюанс – скульптура невидима и неосязаема. В общем, ее нет, но она есть, раз купили. 57. Чем больше людей вовлечено в выполнение задачи, тем меньше каждый из них склонен прикладывать усилия, считая, что его личный вклад незначителен. Этот эффект называется эффектом Рингельмана, и он объясняет, почему маленькие группы функционируют эффективнее больших. 58. С 1962 года советские спутники серии «Космос» получали порядковые номера, начиная с «Космоса-1». 10 января 1989 года на орбиту вывели аппарат «Космос-1989». Его номер впервые совпал с текущим годом. По совпадению, в тот же день скончался главный конструктор космических систем Валентин Глушко. 59. Через 6 лет после смерти Моцарта его вдова Констанца познакомилась с датским дипломатом Георгом Николаусом фон Ниссеном, а позже вышла за него замуж. Ниссен помогал ей управлять наследием композитора и собирать материалы о его жизни. В 1823 году он начал писать подробную биографию Моцарта, изучив сотни семейных писем и документов. Однако через 3 года Ниссен умер, не успев закончить книгу. На могильном камне биографа высечена надпись «Муж вдовы Моцарта». 60. Во время учебы в Москве художник Владислав Коваль отправлял письма домой с нарисованными от руки марками вместо настоящих. Когда объявили конкурс на эскизы новых почтовых марок, он принес организаторам пачку таких конвертов и стал победителем. 61. В человеческом мозгу есть особый участок – веретенообразная извилина, задача которого – распознавать лица. Он не относится к зрительной коре и работает напрямую, поэтому мы способны мгновенно узнавать знакомых даже в толпе. 62.
В 2002 году в Канске с одной «Н» провели первый международный Каннский видеофестиваль, название которого стало шутливой отсылкой к Каннскому с двумя «Н» кинофестивалю. Вместо золотой пальмовой ветви здесь вручали золотой пальмовый секатор. 63. Элизабет Тейлор заранее составила инструкции о проведении своих похорон и передала их своему агенту. Похороны Тейлор начались с 15-минутным опозданием. При этом было объявлено, что актриса пожелала опоздать даже на собственные похороны. 64. По воспоминаниям писателя Александра Морица Фрая, служившего с Гитлером в одном полку во время Первой мировой войны, будущий фюрер сначала носил пышные усы в стиле кайзера Вильгельма II, но из-за требований к ношению противогаза ему пришлось укоротить их до маленьких прямоугольных усов, известных как «зубная щетка». Любопытно, что до Второй мировой войны такой фасон был довольно популярным и считался современным. Самым известным его обладателем был Чарли Чаплин, благодаря чему усы «зубная щетка» долгое время ассоциировались не только с Гитлером, но и с кинематографом. После войны этот стиль почти полностью вышел из моды. 65. Суда, задержанные в порту по судебному решению или ожидающие ремонта, называют отстойным флотом, а суда, выведенные из эксплуатации и поставленные на прикол в специальной акватории, называют прикольным флотом. 66. В 2022 году микропластик впервые был обнаружен в крови человека. Ученые обнаружили крошечные частицы пластика почти у 80% протестированных людей. 67. В Индии есть храм крыс – Карни-мата. Согласно верованиям местных жителей, крысы происходят от индуистской богини Дурги и являются ее земным воплощением. В Карни-мата под присмотром монахов живет более 20 тысяч священных крыс. 68. В центре стопы слона есть жировая подушка, которая каждый раз, когда слон опускает ногу, расплющивается, увеличивая площадь опоры. 69. Японская нация является самой престарелой в мире. По состоянию на 2021 год почти 30% населения Японии было старше 65 лет. 70. Лев Толстой всю жизнь вел подробнейшие дневники. В полном собрании его сочинений дневниковые записи занимают 13 томов. 71. Джон Рэмбо, знаменитый персонаж фильмов «Первая кровь» и франшизы Рэмбо, был назван автором в честь сорта яблок. 72. Самураи были элитой японского общества с X по XIX век, а элитой среди самураев были даймё, крупнейшие военные феодалы, владевшие подчас целыми собственными армиями самураев. 73. Первую автоматическую дверь изобрели в Древней Греции. Она приводилась в действие гидравлическим механизмом. 74. По задумке сценаристов, странная прическа Мардж Симпсон скрывает кроличьи уши, которые у нее имеются помимо обычных. Тайна должна была раскрыться в одном из эпизодов сериала, но потом от идеи решено было отказаться. 75. Полного перевода Библии на шотландский язык долгое время не существовало. В 1983 году филолог Уильям Лоример издал собственный перевод Нового Завета с древнегреческого на скотс. Любопытно, что реплики сатаны в этом переводе написаны на английском языке. 76. Древние греки использовали слово «олимпиада» как единицу времени длиной в 4 года. 77. Сурдизм – это художественное и философское движение, прославляющее культуру глухих людей, театр, кино, литературу и изобразительное искусство. Идею, а также флаг сурдизма разработал слепо-глухой художник Арно Балар. 78. Выражение «поставить на попа» произошло из игры в городки, где попом называют поставленный на торец единичный столбик. 79. Изначально фигурным катанием называлось умение вычерчивать коньками на льду различные фигуры, сохраняя при этом красивую позу. 80.
Первые русские почтовые марки считаются среди филателистов самыми красивыми двухцветными марками в мире. 81. В начале 20 века на американских самолетах были красные звезды. 82. Великое ничто – пустое пространство во Вселенной, размер которого составляет 330 миллионов световых лет в диаметре. По приблизительным оценкам, великое ничто содержит всего одну галактику на каждые 10 миллионов световых лет. 83. Императорский тамарин – обезьяна с роскошными усами. В 1907 году швейцарский зоолог Эмиль Август Гельди в шутку назвал этих тамаринов императорами за сходство их усов с усами немецкого кайзера Вильгельма II. Название прижилось и закрепилось в науке. 84. В некоторых штатах США в XIX веке больных туберкулезом считали жертвами вампиров. Люди верили, что умершие от этой болезни пожирают жизни своих выживших родственников, заразившихся членов семьи. 85. Слоны не умеют прыгать. 86. Ржавчина может быть опасна для жизни, так как ржавый металл потребляет кислород, что особенно опасно в условиях замкнутых пространств. В 2007 году 3 человека один за другим лишились жизни в якорном отсеке судна, потому что ржавчина поглотила весь имевшийся кислород. 87. В 1896 году Альберт Эйнштейн работал электриком на фестивале Октоберфест. 88. Ленточные черви могут жить в организме хозяина до 30 лет и вырастать до 25 метров в длину. 89. Название столицы Таджикистана Душанбе дословно переводится как «второй день после субботы», то есть понедельник. 90. Хищники намного старше травоядных. Современной наукой считается, что хищничество возникло примерно во время Кембрийского взрыва, около 540 миллионов лет назад, тогда как виды животных, питающихся только растениями, развились всего 300 миллионов лет назад, в каменно-угольный период. 91. В Чехии женские фамилии формируются добавлением суффикса «ова» к фамилии мужа или отца. Это относится и к иностранкам. Ангелу Меркель, например, называют Меркелевой, а Хиллари Клинтон – Клинтоновой. Русские фамилии звучат еще страннее – Иванового, Терешкового. 92. Штаб-квартира Toyota находится в городе Тойота, но бренд называется не в честь города. Наоборот, город Корому был переименован в 1959 году в честь этой марки автомобилей. 93. По числу производимых фильмов Голливуд занимает лишь 3-е место в мире. Больше всего фильмов выпускает Болливуд, индийская киноиндустрия, а на 2-м месте так называемый Нолливуд, кинематограф Нигерии. 94. Пауки-вампиры Еварча куличевора питаются кровью позвоночных, поедая насосавшихся крови комаров. 95. В Антарктиде родилось всего 11 человек за всю историю. 96. На кровати Льва Толстого в Ясной Поляне лежит подушка, на которой черной шерстью вышита одна из 700 ша-хадур. Появление этой подушки связано со спором, произошедшим во время визита Льва Николаевича к своей сестре Марии в Шамардинский монастырь. Толстой полушутя возмущался тем, что монахини живут не своим умом. «Стало быть, вас тут 700 дур, которые все живут чужим умом». Мария запомнила эти слова, а в следующий приезд подарила брату вышитую подушку. В ответ на подарок Толстой покачал головой и сказал: «Спасибо тебе, Машенька, за подушку, а еще больше за урок». Лев Николаевич очень дорожил этим подарком и во время сна всегда клал подушку возле себя. 97. По прогнозам ученых, к 2100 году в Нигерии будет проживать около 800 миллионов человек. 98. Иоанн Магнус в XVI веке написал историю шведских королей, в которой ранний период примерно до 1000 года во многом основан не на источниках, а на легендах и его собственных реконструкциях. Он искусственно удлинил королевскую линию, добавив вымышленных правителей, чтобы показать древность шведской монархии.
Из-за этого в династии появились лишние Эрики и Карлы, и нумерация королей оказалась смещена. Поэтому, например, Карл XII при пересчете оказался Карлом VI. 99. Один из основателей Duty Free, миллиардер Чак Финни, отдал более 99% своего капитала, около $8 миллиардов, чтобы помочь детям из малообеспеченных семей поступить в колледж. 100. После начала испанской колонизации Кюрасао часть коренного населения была депортирована и обращена в рабство. Остальные лишились жизни в результате насилия со стороны испанцев и завезенных ими болезней. 101. В 1947 году в рамках проекта Project Cirrus ученые сбросили сухой лед в ураган, чтобы проверить, можно ли влиять на его структуру. После этого шторм изменил траекторию и вышел на юго-восток США, что совпало по времени с экспериментом и вызвало сильный общественный резонанс. В прессе и среди жителей появились обвинения в том, что ученые развернули ураган или усилили его, звучали требования о расследовании и разговоры о возможных исках. Однако позже метеорологи пришли к выводу, что изменение траектории было естественным и не связано с экспериментом. 102. Фредерик Тюдор, прозванный «Ледяным королем», в начале XIX века фактически создал международную торговлю льдом. Его идею возить лед из Новой Англии в тропики сначала считали безумной, и он не раз терпел убытки и насмешки. Со временем он выстроил эффективную систему перевозки. Лед изолировали опилками, а в портах устраивали специальные хранилища, что значительно снизило потери. Наибольшую прибыль ему приносили поставки в Индию. Путь до Калькутты занимал около 4 месяцев и почти 16 тысяч миль. Но даже при такой дистанции до места доходило примерно 100 тонн из 180 отправленных. Именно эти поставки сделали его одним из самых необычных и успешных предпринимателей XIX века. 103. Леонард Эйлер – один из самых продуктивных математиков в истории. Его работы охватывают анализ, геометрию, теорию чисел и механику. В его честь названо огромное число понятий. Формулы Эйлера, уравнения Эйлера, теоремы Эйлера, числа Эйлера, Эйлеровы графы и многое другое. Причем одни и те же названия могут относиться к разным объектам в разных разделах математики. В итоге имя Эйлера стало настолько перенасыщенным, что требует постоянных уточнений по контексту. Из-за этого в науке возникла характерная особенность. Если аналогичный результат был получен позже другими учеными, его часто называют уже их именами, чтобы избежать путаницы. 104. Согласно парадоксу Бресса, если добавить к дороге больше полос движения, заторы увеличатся. Например, в 2008 году автострада Хьюстона была расширена до 26 полос, а время в пути увеличилось на 30%. 105. С 1967 года в Индии существует маоистское повстанческое движение, начавшееся с крестьянского восстания в Западной Бенгалии и продолжающееся в ряде регионов страны до настоящего времени. 106. Сторонники теории заговора любят утверждать, что латинская надпись «Novus Ordo Seclorum» на 1-долларовой купюре означает «новый мировой порядок». На самом деле это неверный перевод. Фраза переводится как «новый порядок веков» или «новый порядок эпох» и появилась на большой печати США еще в 1782 году. Автор девиза, секретарь континентального конгресса Чарльз Томпсон, использовал его для обозначения новой эпохи, начавшейся после провозглашения независимости США в 1776 году. Так что надпись связана не с мировым правительством, а с рождением нового государства. 107. В Эквадоре есть памятник экватору, из-за ошибки расположенный в 240 метрах от экватора. 108. Среднестатистический житель Франции потребляет около 180 багетов в год, по полбагета в день. В целом во Франции ежегодно производится 10 миллиардов багетов. 109. Арбузный снег – явление, встречающееся высоко в горах. Снег окрашивают водоросли хламида монады, активно размножающиеся на холоде. 110. Некропечать – это практика создания 3D-принтеров с использованием в качестве сопла ротовой структуры мертвого кровососущего насекомого.
что позволяет получать результаты, превосходящие другие доступные принтеры. 111. В фольклоре Гаити, откуда происходит понятие «зомби», есть два вида зомби. Широко известные телесные зомби, у которых отсутствует душа, и астральные зомби, у которых отсутствует тело. 112. Перед полуфиналом чемпионата мира 2002 года бразильский нападающий Роналдо появился с одной из самых необычных причесок в истории футбола, почти полностью выбритой головой и оставленным спереди небольшим треугольным пучком волос. Позже он объяснял, что сделал это намеренно, чтобы переключить внимание журналистов с обсуждения его травмы, которая тогда оставалась главной темой вокруг игрока. Спустя годы Роналдо с иронией вспоминал этот эпизод и даже попросил прощения у матерей по всему миру, чьи дети копировали его стрижку. Несмотря на сомнительную эстетику, прическа стала одним из самых узнаваемых образов чемпионата мира 2002 года и закрепилась в футбольной культуре как курьезный символ той эпохи. 113. Фамилия Анджелины Джоли изначально ее второе имя. При рождении будущую актрису назвали Анджелиной Джоли Войт, но из-за ссоры с отцом она юридически отказалась носить его фамилию. 114. На выборах в Ямайке в 1983 году основная оппозиционная партия бойкотировала голосование. В результате правящая партия получила все 60 мест при явке всего 2,68%. 115. У Петра I при росте более 2 метров был 39-й размер ноги. 116. Биртавиль, территория, граничащая с Египтом и Суданом, никому не принадлежит. 117. В 1983 году самолет Air Canada Flight 143, Boeing 767, оказался в одной из самых известных аварий в истории гражданской авиации. Причиной стала цепочка ошибок при расчете топлива на фоне перехода Канады на метрическую систему. В расчетах перепутали фунты и килограммы, из-за чего в баке залили почти вдвое меньше топлива, чем требовалось для рейса. На высоте около 12 тысяч метров оба двигателя остановились из-за полного расхода горючего. Экипаж сумел совершить почти невозможное. Без тяги двигателей самолет планировал в воздухе и был посажен на полосу бывшей военной базы в Гимли, которая в тот момент использовалась как автодром. Посадка прошла с минимальными последствиями. Все 69 человек на борту выжили, а несколько пассажиров получили лишь легкие травмы. Инцидент вошел в историю как пример того, как сочетание человеческой ошибки и профессиональных действий экипажа может превратить катастрофу в спасенный полет. 118. Пилоты и моряки используют слово «пан-пан», трижды переданное по радио, чтобы сообщить о срочной ситуации без непосредственной угрозы жизни. Если же опасность становится критической, они передают сигнал «Мэйдэй», голосовой аналог СОС. 119. С 1,8 миллиарда лет до нашей эры по 0,8 миллиарда лет до нашей эры на Земле ничего не происходило. Ученые прозвали этот период «скучный миллиард». 120. На западных окраинах Франции и Белоруссии есть города с одинаковым названием – Брест. 121. Некоторые сиротские учреждения XX века называли тихими. Из-за нехватки персонала и эмоциональной заботы младенцы там почти переставали плакать, понимая, что на их плач никто не откликнется. 122. В 1992 году американские супруги Джон и Маргарет Вивиан через суд добились списания долгов после банкротства, но вскоре банк начал присылать им автоматические напоминания о погашении уже несуществующей задолженности. Банк извинился и пообещал исправить ошибку, однако письма продолжали приходить, и супруги снова обратились в суд. Тогда судья решил наказать того, кого банк называл виновником ошибки – компьютерную систему. Он признал компьютер виновным в неуважении к суду и постановил изъять у него 50 мегабайт постоянной и 10 мегабайт оперативной памяти. В решении также говорилось, что штраф будет отменен, как только машина перестанет рассылать новые напоминания.
123. В 1935 году Антонио Ферретти создал ткань, похожую на шерстяную, из молока. Намокая, она пахла сыром. 124. На северо-западных территориях Канады автомобильные номерные знаки имеют форму белого медведя. 125. В прошлый раз Земля была в той же точке вращения галактики, что и сейчас, в юрский период. 126. Парикутин в Мексике – уникальный вулкан, чье рождение, рост и прекращение активности человечество наблюдало буквально с первого дня. 20 февраля 1943 года крестьянин Дионисио Пулидо вместе с семьей работал на кукурузном поле, когда земля начала трястись и растрескиваться. Уже на следующий день на месте поля возвышался 10-метровый конус, а через неделю его высота достигла 150 метров. В течение первого года Парикутин вырос до 336 метров, а его извержение продолжалось 9 лет. Лава и пепел уничтожили деревню Парикутин, засыпали еще несколько населенных пунктов и вынудили переселиться более 4000 человек. При этом человеческих жертв удалось избежать. К 1952 году вулкан окончательно затих, достигнув высоты 424 метров над окружающей местностью. Сегодня среди застывших лавовых полей по-прежнему возвышается колокольня старой церкви Сан-Хуан-Парангарикутира, один из самых необычных памятников силе природы. 127. Голые землекопы могут прожить 18 минут без кислорода, метаболизируя фруктозу вместо глюкозы. 128. Эрнест Хемингуэй, путешествуя по Африке, пережил 2 авиакатастрофы за 2 дня. 129. Хобот хоботной пиявки – это способная выворачиваться наружу мускулистая глотка. 130. Одним из самых ценных помощников создателей Оксфордского словаря английского языка был американский врач Уильям Честер Майнер. Годами он присылал редакции тысячи карточек с цитатами и примерами употребления слов, помогая уточнять их значение и историю. За время работы он отправил более 10 тысяч таких материалов и стал одним из самых полезных добровольных участников проекта. Лишь спустя годы главный редактор словаря Джеймс Мюррей решил лично познакомиться со своим корреспондентом и с удивлением обнаружил, что тот находится в психиатрической больнице для преступников. Майнер был бывшим военным хирургом, который во время приступа тяжелого психического расстройства лишил жизни случайного человека и был признан невменяемым. Несмотря на это, его вклад в создание одного из самых известных словарей мира оказался огромным. 131. Литва была последней страной в Европе, принявшей христианство. 132. Название головоломки «Тетрис» образовано от 2 слов. «Тетра», что на греческом означает «4», потому что каждая из фигурок состоит из 4 квадратов, и теннис – любимый вид спорта изобретателя «Тетриса» Алексея Пожитного. 133. Салат «Цезарь» назван в честь повара Цезаря Кардини, который его придумал. 134. В Дании существует традиция впрыгивать в Новый год. В полночь в новогоднюю ночь люди спрыгивают со стула или дивана. Считается, что это приносит удачу. 135. Большинство торговых кораблей ходят под удобными флагами стран, не имеющих военных конфликтов с большинством государств и пользующихся пониженными ставками на портовые сборы, чаще всего под флагом Панамы. 136. Некоторые из самых популярных фруктов в мире появились совершенно случайно. Так, в 1820-х годах в Бразилии на одной из ветвей апельсинового дерева произошла спонтанная мутация. Выросли апельсины без косточек, получившие название навеу. Размножать их можно было только прививкой, поэтому все существующие сегодня деревья этого сорта – клоны того самого бразильского дерева. Похожая история произошла с бананами сорта Кавендиш, которые сегодня составляют большую часть мирового экспорта бананов, и с яблоками Гренни Смит, случайно появившимися в Австралии в XIX веке.
Получается, миллиарды людей по всему миру едят фрукты, происходящие от одного единственного растения. 137. Пифагор не писал книг и трактатов, его открытия и труды, да и то не все, были описаны учениками. 138. После Первой мировой войны немецких овчарок хотели переименовать в эльзасских, но название не прижилось. 139. Многие жители Франции ненавидели Эйфелеву башню, когда ее только строили. Некоторые выдающиеся деятели культуры называли ее гигантским неуклюжим скелетом, поистине трагическим уличным фонарем и свечкой с дырками. 140. Полное имя Клеопатры – Клеопатра VII Филопатр. Она была седьмой царицей Египта с этим именем. 141. Американская предпринимательница Марта Стюарт недолго встречалась с Энтони Хопкинсом, но они расстались, потому что она не могла перестать воспринимать его как Ганнибала Лектора, его жуткого персонажа из фильма «Молчание ягнят». 142. В городе Дублин есть почти квадратный мост. Длина моста О'Коннелла 45 метров, а ширина 50 метров. 143. В середине 20 века Великобритания и Исландия несколько раз оказывались на грани вооруженного конфликта из-за рыбы. Британские траулеры десятилетиями вели промысел у берегов Исландии, а когда та начала последовательно расширять свою рыболовную зону, сначала до 12, затем до 50 и, наконец, до 200 морских миль, Лондон отказался признавать новые границы и отправил военные корабли сопровождать рыболовные суда. Несмотря на название, Тресковые войны почти обошлись без стрельбы. Исландская береговая охрана использовала специальные устройства для перерезания тросов, которыми тралы крепились к судну, а британские фрегаты в ответ нередко шли на таран исландских патрульных кораблей. За время последнего конфликта 1975-1976 годов произошло более 50 преднамеренных столкновений кораблей. В итоге победила Исландия. Во время Холодной войны она пригрозила закрыть стратегически важную для НАТО авиабазу в Кефлавике и даже выйти из Альянса. Союзники оказали давление на Великобританию, и в 1976 году Лондон признал 200-мильную исключительную рыболовную зону Исландии. Этот конфликт впоследствии стал одним из факторов, способствовавших распространению современного международного принципа 200-мильных экономических зон. 144. Стенки покровного эпителия желудка постоянно обновляются, не давая ему разъесть самого себя соляной кислотой, содержащейся в желудочном соке. 145. Если патриции, правящий класс в Древнем Риме, слишком притеснял плебеев, составлявших подавляющее большинство горожан, те демонстративно покидали город, тем самым парализуя его экономическую жизнь. 146. Кандида Якутца изобрел гидромассажную ванну, позже названную в его честь джакузи, для того, чтобы облегчить страдания своего сына, болевшего ревматоидным артритом. 147. Разработка стратегического бомбардировщика Boeing-29 Super Fortress стала самым дорогостоящим проектом Второй мировой войны. На нее потратили примерно на $1 миллиард больше, чем на Манхэттенский проект. Самолет, с которого сбросили первую атомную бомбу, стоил дороже самой бомбы. 148. Среди английской знати Средневековья главным блюдом рождественского стола обычно была голова кабана, нафаршированная мясной начинкой. Ее торжественно выносили на блюде, украшенном венком из зелени, под пение колядки о кабаньей голове. Эту традицию Оксфордский университет сохраняет и сегодня. 149. Многие годы жители города Тауса, США, слышат доносящийся из пустыни низкочастотный шум неизвестного происхождения. Все попытки ученых выяснить, откуда берется таусский гул, потерпели неудачу. 150. Мальчики, родившиеся в американском Самоа, по оценкам, имеют в 56 раз больше шансов попасть в Национальную футбольную лигу, НФЛ, чем мальчики, родившиеся в любой другой части США. 151. Екатеринбург назван в честь жены Петра I, императрицы Екатерины I, а не в честь Екатерины II. 152.
В США живет больше русских, чем в любой другой стране мира, кроме постсоветских государств. 153. В XIX веке британцы построили в Индии одну из самых необычных границ в истории – живую изгородь длиной около 4000 километров. Она была частью индийской таможенной линии, созданной для борьбы с контрабандой соли. Британская Ост-Индская компания контролировала соляные промыслы и взимала высокий налог на соль, поэтому через всю страну, от Гималаев до Бенгальского залива, протянули цепь таможенных постов. Они располагались через каждую милю, а между ними тянулись колючие заросли высотой до 3,7 метра, каменные стены или естественные преграды в виде рек. Линию охраняли около 14 тысяч человек. Сначала преграду сооружали из сухих колючих деревьев, главным образом индийской сливы, но затем их оплели живыми растениями, превратив в почти непроходимую зеленую стену. Контрабандистов, пойманных солью, штрафовали на 8 рупий, а тех, кто не мог заплатить, отправляли в тюрьму примерно на 6 недель. Таможенную линию упразднили в 1879 году после перехода к режиму свободной торговли. Однако сам налог на соль продолжал существовать еще почти 70 лет, до обретения Индии независимости в 1947 году. 154. В 1910 году изобретатель безопасной бритвы Кинг-Кемп Жилет предложил бывшему президенту США Теодору Рузвельту крупную сумму за пост главы своей корпорации в Аризоне. Рузвельт отказался, заявив, что не доверяет человеку, который производит бритвы и при этом носит усы. 155. У бегемотов очень мало подкожного жира. Их тело весом в 2 тонны состоит в основном из мышц и кожи толщиной 6 сантиметров. 156. До XIX века свечи были куда менее удобными, чем сегодня. Фитиль не сгорал сам, а постепенно удлинялся, из-за чего свеча начинала коптить и могла погаснуть. Поэтому фитиль приходилось регулярно укорачивать специальными ножницами, которые были обычным предметом домашнего обихода. В театрах этим занимался отдельный служитель, иногда выходивший в костюме шута и срывавший аплодисменты публики за ловкую работу. Проблема исчезла только в 1820-х годах, когда появился, так сказать, самоукорачивающийся фитиль. Его стали плести особым образом, чтобы кончик по мере горения загибался в пламя и сгорал сам. Благодаря этому свечи стали гореть ровнее, почти перестали коптить и больше не требовали постоянного ухода. 157. Женщины в 2,5 раза реже мужчин задают вопросы выступающим во время семинаров и других публичных мероприятий и лекций. 158. В 2018 году бренд Omo Sports стал спонсором Corinthians и разместил на форме логотип, который проявлялся только по мере того, как футболисты потели. 159. Крикшпиль – вариант игры в шахматы, в котором противники не могут видеть фигуры друг друга. После попытки игрока сделать ход, судья объявляет, законный это ход или незаконный. Если ход недопустимый, игрок делает еще одну попытку. 160. Город Нью-Берн в Северной Каролине получил свое название и почти идентичный герб от швейцарского Берна, основанного переселенцами из этого города. Главное отличие – у американского медведя отсутствует небольшой красный штрих, который есть на бернском гербе. В 2026 году депутат парламента кантона Берн предложил убрать этот элемент, чтобы герб не выглядел гендерно-дискриминационным. Однако власти отклонили инициативу, сохранив исторический герб без изменений. 161. Во время проводов войск на русско-турецкую войну в 1877 году Александр II восхитился строевой выправкой лейб-гвардейцев казачьего полка, заметив: «На войну идут, как на свадьбу». Вскоре после этого свадебный марш Мендельсона был официально утвержден в качестве марша полка. 162. Кирибати – единственное государство, расположенное сразу в 2 парах полушарий Земли – северном, южном, западном и восточном. 163. Платина в переводе с испанского означает «серебришка». Такое пренебрежительное название ей дали конкистадоры из-за исключительной тугоплавкости.
Долгое время металл не находил применения и стоил вдвое дешевле серебра. Сегодня же на мировых биржах платина оценивается в десятки раз дороже серебра. 164. Гуси удивительно морозостойки. На сухой подстилке они способны безо всякого вреда для себя переносить температуру до минус 30 градусов Цельсия. 165. Весь мир называл Иран Персией до 1935 года, когда иранский шах Реза Пехлеви потребовал называть страну так, как ее называют ее жители. 166. Антирекорд американского кинопроката принадлежит триллеру «Путь Зизикс», 2006 год. При бюджете около $1 200 000 его официальные сборы в США составили всего $30. Но это был необычный провал. Создатели рассчитывали окупить фильм за счет продажи зарубежных DVD-прав, а в США устроили лишь формальный недельный прокат в одном кинотеатре Далласа, чтобы выполнить требования гильдии киноактеров. Фильм показывали только в полдень, и за всю неделю было продано всего 6 билетов. Парадоксально, но именно этот антирекорд сделал картину знаменитой. Однако даже продажи DVD за рубежом не спасли проект. К концу 2006 года они принесли около $368 000, что было значительно меньше бюджета. 167. Когда в 1947 году Индия и Пакистан, бывшие на тот момент колониями Великобритании, развязали войну друг с другом, английский король Георг VI фактически оказался в состоянии войны с самим собой. 168. У птиц две гортани, что позволяет им петь дуэтом с самими собой. 169. В 1524 году Рига приняла реформацию, и в городе появились иконоборцы. Одной из их целей стала деревянная статуя Девы Марии в Рижском соборе. Ее решили испытать водой, бросив в Даугаву. Когда статуя не утонула, ее объявили ведьмой и приговорили к сожжению. 170. Лоси по полгода ходят без рогов, они сбрасывают их в ноябре, отращивают новые к середине лета, а заканчивается рост рогов только в начале сентября. 171. По легенде, английский математик Абрахам де Муавр заметил, что с каждым днем спит на 15 минут дольше. Подсчитав, когда сон должен был занять все 24 часа суток, он получил дату – 27 ноября 1754 года. В этот день математик действительно умер. 172. Название игры «Дженга» переводится с языка суахили как повелительное наклонение от глагола «строить» – «строй». 173. В письменности Хануна левши нередко пишут иначе. Ведут строку справа налево и используют горизонтально отзеркаленные символы. При этом обычное направление письма слева направо, а строки идут снизу вверх. 174. В 2006 году тайваньские ученые вывели зеленых светящихся поросят, внедрив в ДНК эмбрионов ген флуоресцентного белка медузы. У животных светятся не только кожа, но и внутренние органы. Эксперимент был проведен для изучения развития тканей при пересадке стволовых клеток. 175. Изобретатель Александр Каминг запатентовал устройство унитаза со смывом в 1775 году. Унитаз имел S-образный сифон для предотвращения попадания в дом канализационных газов. В большинстве современных унитазов используется такой же сифон. 176. В 2018 году Дональд Трамп заявил, что США продают Норвегии самолеты F-52, хотя самолеты F-52 существуют только в игре Call of Duty. 177. Американка Брук Гринберг прожила 20 лет, но ее организм почти не повзрослел. При росте 76 сантиметров и весе около 7 килограммов она оставалась похожей на младенца. А ее умственное развитие соответствовало ребенку 9-12 месяцев. Врачи не смогли найти у нее ни одного известного заболевания, способного объяснить такое состояние. Ученые надеялись, что случай Брук поможет раскрыть механизмы старения, однако исследований оказалось недостаточно. В 2013 году она умерла от бронхомаляции. Заболевание,
при котором из-за слабости стенок бронхов затрудняется дыхание. 178. В фантастических фильмах звездолеты лавируют между астероидами, едва уворачиваясь. В реальном поясе астероидов среднее расстояние между объектами составляет около 965 тысяч километров, примерно в 2,5 раза дальше, чем от Земли до Луны. Аппараты «Пионер», «Вояджер», «Кассини» и десятки других прошли через пояс, так и не встретив ни одного астероида. Вероятность столкновения при пролете оценивается менее чем 1 на миллиард. 179. Жозеф Арман Бомбардье изобрел снегоход после того, как его сын умер от аппендицита. Пурга помешала вовремя доставить мальчика в больницу. 180. Около 500 лет назад в портовом Генуе моряки и рыбаки носили прочную хлопковую ткань. Она легко снималась и не тянула ко дну, если человек падал за борт. По-французски город назывался Дженес, отсюда и возникло слово «джинс». Ткань экспортировали по всей Европе, а само слово закрепилось в английском языке уже в форме, знакомой нам сегодня. 181. Женева давно считается столицей мировой дипломатии. Здесь расположена европейская штаб-квартира ООН. Однако сама Швейцария вступила в организацию лишь 10 сентября 2002 года, через 57 лет после ее основания. До этого страна сознательно держалась в стороне. Нейтралитет, закрепленный еще в 1815 году, казался несовместимым с членством в международном органе, где постоянные члены Совета Безопасности обладают правом вето. В 1986 году швейцарцы уже голосовали по этому вопросу, и тогда убедительно отклонили идею вступления. Ситуация изменилась с окончанием Холодной войны. На референдуме 3 марта 2002 года 54,6% граждан поддержали членство. Швейцария стала 190-м членом ООН, из нынешних 193. 182. Хотя солнце кажется желтым или оранжевым, на самом деле оно ослепительно белое. Желтый цвет возникает в результате рассеивания солнечных лучей в атмосфере Земли. 183. Итальянский священник XVI века Филипп Нери нередко приходил на важные мероприятия с бородой, сбритой ровно наполовину. Так он боролся с собственной гордостью, намеренно выставляя себя смешным. Католическая церковь почитает его как покровителя радости, а в народной традиции он считается и покровителем юмора. 184. На МКС не действуют законы, принятые в какой-либо стране на Земле. Зато там есть целый свод документов, регулирующих все аспекты нахождения на станции, от типов проводимых работ и правил поведения до праздников, которые там отмечают. 185. Парижский ювелирный магазин «Фуке», фасад и интерьер которого создал Альфонс Муха, так красив, что попал в музей. Сейчас его торговый зал выставляется как шедевр декоративно-прикладного искусства. 186. Ученые из World Mosquito Program выращивают комаров, зараженных бактерией Волбакия, и выпускают их в дикую природу. Бактерия блокирует репликацию вирусов денге, зика, чикунгунья и желтой лихорадки внутри клеток комара, и при этом не причиняет ему вреда. Зараженные комары скрещиваются с дикой популяцией, и через несколько поколений Волбакия закрепляется в ней сама по себе, без дополнительных выпусков. В рандомизированном исследовании в индонезийском Джокьякарте заболеваемость денге снизилась на 77%, а число госпитализаций на 86%. Сегодня программа работает в 15 странах и защищает более 16 миллионов человек. 187. Аэропорт Барра в Шотландии единственный в мире, где рейсы выполняются прямо на пляже. Расписание составляется не по часам, а по таблице приливов, потому что взлетные полосы дважды в сутки уходят под воду. 188. У галактик тоже бывают спутники. Например, у Млечного Пути есть более 50 галактик-спутников, большая часть которых – карликовые галактики. 189. Многим кажется, что на правой руке Папы Сикста II 6 пальцев. На самом деле лишний элемент – часть внутренней стороны ладони. Но искусствоведы считают, что Рафаэль сделал это намеренно. Имя Сикстус по латыни означает «шестой», и художник зашифровал число 6 во всей композиции – 6 фигур.
образуют шестиугольник. 190. Канада потратила так много денег на проведение Олимпиады в 1976 году, что расплачивалась с долгами 30 лет, вплоть до 2006 года. При этом Канада не выиграла тогда ни одной золотой медали. 191. Каждую секунду организм человека производит около 2 миллионов эритроцитов. Это примерно 170 миллиардов в сутки. Такая интенсивная работа костного мозга необходима для постоянного обновления клеток крови, срок жизни которых составляет около 120 дней. 192. Есть вероятность, что из-за воздействия гравитационных сил Юпитера через 3-4 миллиарда лет Меркурий либо упадет на Солнце, либо будет выброшен за пределы Солнечной системы. 193. В 3031 году жители Земли встретят год без Хануки. Еврейский лунный календарь накапливает небольшую погрешность, и праздник постепенно смещается на более поздние даты, пока не выйдет за пределы года. Зато в 3032 году праздник огней отметят дважды – в январе и в декабре. 194. Хотя богословы утверждают, что религия является хранительницей морали, ученые считают, что мораль существовала и до религий и присуща высшим животным, например, шимпанзе. 195. Фред Астер, звезда Голливуда 1930-1940-х годов, легенды музыкального кино, увлекся скейтбордингом в конце 70-х. В 78 лет он упал, катаясь на скейтборде внука, и сломал левое запястье. За популяризацию молодежного спорта Американское национальное общество скейтбордистов удостоило его пожизненным членством. 196. В январе 1935 года Амелия Эрхарт первой в мире в одиночку перелетела с Гавайев на материковую часть США. Почти 3860 километров над открытым океаном за 18 часов. До нее этот маршрут никто не преодолевал в одиночку. Расстояние от Гонолулу до Окленда было даже больше, чем от Ньюфаундленда до Ирландии, которую она покорила 3 годами ранее. Перелет стал еще и техническим прорывом. Эрхарт использовала двустороннюю радиотелефонную связь. Первый случай применения такого оборудования в гражданской дальней авиации. В кабине она везла томатный сок, одно вареное яйцо и термос с горячим шоколадом. Именно тот шоколад, выпитый в одиночестве над Тихим океаном на высоте 2400 метров, она потом назовет самым незабываемым в своей жизни. 197. В 1855 году Антонио Лопес де Санта-Анна, 11-кратный президент Мексики, был свергнут за попытку объявить себя пожизненным диктатором и бежал из страны. Спустя годы скитаний он осел на Стейтен-Айленде и попытался заработать на чикле, соке дерева сапатилья. Нанял изобретателя Томаса Адамса, чтобы тот разработал из него дешевую замену резине. Ничего не вышло, но Адамс не выбросил сырье, он превратил его в жевательные шарики, которые мгновенно раскупили в аптеках. Так на смену парафиновой жвачке пришла чикле-жвачка, а бренд «Чиклетс» получил название от этого самого вещества. 198. В условиях невесомости газированные напитки не разделяются в желудке на газ и жидкость, отчего происходит влажная отрыжка. 199. Вода – самый потребляемый природный ресурс в мире. Второй – песок. Основа бетона, стекла и асфальта, без которых не строят ничего. Мировые запасы пригодного для строительства песка сокращаются, и его все активнее воруют с пляжей и речных берегов, по оценке бразильского специалиста федеральной полиции Луиса Фернандо Рамадона. Нелегальный рынок песка достигает 350 миллиардов долларов в год. Больше, чем незаконная вырубка лесов, добыча золота и браконьерство вместе взятые. 200. Складные ножи называют перочинными из-за практики использования небольших складных карманных ножей для очинки, то есть заострения гусиных перьев для письма. 201. На ранних кораблях серии «Аполлон» мочу сбрасывали прямо в открытый космос. В вакууме она мгновенно вскипала и превращалась в миллионы крошечных кристаллов, расходившихся полусферой вокруг корабля. Астронавт Аполлона-9 Расти Швайкарт назвал слив мочи на закате одним из самых красивых зрелищ на орбите. 202.
Нишель Николс, сыгравшая лейтенанта Ухуру в «Звездном пути», после первого сезона решила уйти из сериала ради Бродвея. На вечере NAACP к ней подошел незнакомый фанат. Им оказался Мартин Лютер Кинг. Он сказал, что «Стар Трек» — единственное шоу, которое он разрешает детям смотреть допоздна, и что Ухура впервые показала чернокожих американцев на телевидении такими, какими они должны быть – умными, достойными, равными. Узнав, что Николс уходит, Кинг был потрясен. «Ты не можешь. Если уйдешь, эта дверь закроется». Николс осталась в сериале и играла Ухуру все 3 сезона. 203. Полное название Тель-Авива – Тель-Авив-Яффа, так как изначально он строился как еврейский пригород древнего города Яффа. 204. Марс, производитель M&M's, Skittles и Snickers, в 1994 году приобрел долю в сети ветеринарных клиник Banfield Pet Hospital, запустив экспансию в зоомедицину. К 2023 году сегмент товаров и услуг для животных приносил компании около 59% всей выручки, больше, чем кондитерский бизнес. 205. Новая Зеландия, 2004 год. Группа спасателей тренируется в океане, обычная рутинная отработка навыков, вокруг плавают дельфины, местные, привычные, иногда подплывают из любопытства. И вдруг одна из спасательниц, Роб Хаус, замечает странное. Дельфины начали вести себя ненормально агрессивно. Они кружат вокруг людей плотным кольцом, хлопают хвостами по воде, толкают пловцов друг к другу, не дают разойтись. Роб пытается отплыть в сторону. Дельфин разворачивает ее обратно. Сначала она злится, мешают работать. Но потом понимает, что животные не играют. Они защищают. Роб смотрит вниз и видит 3-метровую белую акулу, медленно приближающуюся снизу. Она уже была достаточно близко, чтобы атаковать, но дельфины встали между людьми и хищником живой стеной и не давали акуле подойти, пока пловцы не добрались до лодки. После этого случая исследователи начали собирать другие свидетельства. Оказалось, подобные истории встречаются по всему миру. Дельфины окружают пловцов или серферов, отгоняют акул, иногда даже атакуют их, защищая людей. Есть задокументированные случаи, где дельфины спасали тонущих людей, выталкивая их на поверхность или к берегу. Почему они это делают? Ученые спорят. Может быть, дельфины воспринимают людей как слабых членов своей группы и защищают по инстинкту. Может быть, это игра или любопытство. Может быть, они просто не любят акул и прогоняют их от любого объекта. Но факт остается. Снова и снова дельфины оказываются между человеком и опасностью. Самое сильное в истории Роб Хаус – момент узнавания. Она, профессиональный спасатель, привыкла помогать другим. И вдруг оказывается в роли спасаемой. А спасают ее не коллеги, не береговая охрана и не вертолет. Спасает группа диких животных, которые непонятным образом решили, что сегодня эти люди – их ответственность. Иногда граница между дикой природой и помощь оказывается намного тоньше, чем нам кажется. 206. Представьте, мама нежно целует своего ребенка. Со стороны это просто жест нежности, но внутри происходит настоящее чудо. Снимки функциональной МРТ подарили нам фотографию любви, научное подтверждение того, что материнский инстинкт знал всегда. Когда мать целует ребенка, она касается не только его кожи, но и его мозга. Этот, казалось бы, простой контакт запускает цепную реакцию, преображающую обоих. У мамы активируются центры удовольствия и мотивации, дофаминовая система и прилежащее ядро. Просыпаются миндалины и гипоталамус, включая мощную защитную реакцию. И, конечно, происходит выброс окситоцина, гормона, который снимает стресс и создает неразрывную связь. У ребенка успокаивается сердцебиение, расслабляется тело и падает уровень кортизола. В этот момент он на глубинном уровне усваивает «я в безопасности, меня любят». Именно так мозг записывает опыт любви, который станет фундаментом его доверия к миру и способности строить близкие отношения на всю жизнь. На снимках МРТ видно, как синхронно светятся оба мозга. Это безмолвный танец двух нервных систем, чистый код привязанности. Любовь действительно можно увидеть, и она светится. 207. Метеоры – комплекс монастырей, расположившийся на вершинах массивных каменных столбов в горах Фессалии в центре Греции, получивших название метеоры, в переводе «парящие в воздухе».
208. Говорят, что Клеопатра купалась в молоке 700 ослиц каждый день. И вот зачем? История с ваннами из ослиного молока, которые приписывают Клеопатре, скорее легенда, чем факт. Да, в древности действительно использовали молоко и масло в уходе за кожей, а молочная кислота обладает мягким отшелушивающим эффектом. Это подтверждает и современная косметология. Но детали вроде 700 ослиц и ежедневных молочных ванн не подтверждены историческими источниками. Это поздние пересказы, которые усилили образ Клеопатры как символа роскоши и красоты. Историческая Клеопатра была прежде всего политическим лидером и стратегом, а не просто царицей красоты. Основа реальна, уход за кожей существовал, но конкретный сюжет – художественное преувеличение. 209. Перед вами крупнейшая ныне живущая кошка на планете – Геркулес. Его вес составляет около 400 килограммов. Это параметры крупных бурых медведей. Если вам кажется, что он похож одновременно и на льва, и на тигра, вам не кажется. Потому что Геркулес – лигр. Лигр – гибрид двух видов, где папа – лев, а мама – тигрица. В природе гибридов больших кошек никогда не встречали. Они появляются исключительно в зоопарках. А все потому, что шанс появления детеныша от разных видов крайне мал – 1-2%. К тому же сейчас территории львов и тигров не пересекаются. Самцы лигры всегда стерильны, а вот самки могут давать потомство. Если скрестить лигрицу с обычным львом, то получатся лилигры. Всего насчитывают не больше 5 задокументированных случаев появления такого потомства. И 2 из них произошло в России. В Новосибирском зоопарке лигрица Зита дважды произвела потомство от льва Самсона. Первый раз на свет появился 1 котенок, второй – 3. Все 4 детеныша выжили. 210. Иногда самые странные семьи рождаются из самых страшных обстоятельств. Декабрь 2004 года. Цунами в Индийском океане. Маленький бегемотик, отбитый волной от стада, выброшен на берег в Кении. Один испуганный без матери. Спасатели ловят его и привозят в заповедник. И там происходит то, что не укладывается ни в одну научную логику. Бегемотика назвали Оон. Ему было около года. В заповеднике жила старая гигантская черепаха Мзи, которой было больше 100 лет. Самец – одиночка, который десятилетиями жил сам по себе. Когда Оуна выпустили в вольер, он сразу подошел к Мзи и прижался к нему. Все ждали, что черепаха прогонит незнакомца. Но Мзи позволил. Дальше еще страннее. Оуэн начал следовать за черепахой повсюду. Спал рядом с ним, ел рядом, плавал рядом. Как будто огромная старая черепаха стала ему матерью. А Мзи, который всю жизнь игнорировал других животных, вдруг начал отвечать. Он ждал Оуэна, позволял ему спать, прижавшись к панцирю, шипел, если кто-то подходил слишком близко к бегемотику. Биологи называли это неправильным импринтингом и замещением социальной связи. Но если отбросить термины, картина остается той же. Маленький бегемот, потерявший семью в катастрофе, нашел утешение в существе, которое даже не относится к его виду. А старая черепаха, которая не была запрограммирована эволюцией на заботу о ком-то, вдруг стала опекуном. История Оуэна и Мзи разошлась по всему миру. О них писали книги, снимали документальные фильмы. Позже, когда Оуэн вырос, его переселили к другим бегемотам. Ему нужна была своя социальная группа. Но годы, проведенные с Мзи, остались в памяти как один из самых пронзительных примеров того, как горе умеет искать утешение в самых неожиданных местах. Наверное, поэтому эта история так трогает. В ней нет красивой логики. Только маленький травмированный бегемот и старая черепаха, которые непонятным образом решили, что нужны друг другу. 211. Японские ученые разработали препарат, который способен продлить жизнь кошкам до 30 лет. Главная проблема стареющих питомцев – хроническая болезнь почек. Все дело в природном баге – белок AIM, который должен вычищать из почек клеточный мусор, намертво прилипает к другому белку в крови. В итоге естественная фильтрация не работает. Токсины годами копятся, и начинается воспаление. Чтобы это пофиксить, команда исследователей создала уколы на основе искусственного белка AIM, которые запускают процесс очистки напрямую. В клинических испытаниях терапия показала отличные результаты как для защиты здоровых животных, так и при лечении тяжелых случаев.
Сейчас создатели оформляют нужные документы, и к 2027 году ожидается глобальный релиз этого лекарства. 212. Ягуарунди – одна из немногих диких кошек, которая ведет преимущественно дневной образ жизни. В отличие от большинства своих сородичей, она охотится в основном днем и часто передвигается быстрыми перебежками, больше напоминая выдру или мангуста, чем обычную кошку. 213. Самая древняя, самая редкая и самая красивая лошадь в мире. Это лошади, которые в древности ценились дороже жен и собственной жизни. Выведенные на территории современной Туркмении около 5000 лет назад. А халтыкинцы могут преодолевать огромные расстояния при экстремальных условиях. Они выдерживают температуру от минус 30 до плюс 50, переносят перепады температур, отсутствие еды и даже воды в течение нескольких дней. 214. Ведьмин котелок – самый странный гриб. С виду он напоминает темный бархатистый мешочек, наполненный густой желеобразной жидкостью, из-за чего ее издавна связывали с магией и колдовством. Этот необычный гриб появляется сразу после схода снега, но увидеть его почти нереально, потому что саркосома занесена в Красную книгу. Поэтому собирать ее запрещено. Настоящая лесная редкость, которую лучше просто бережно рассматривать. 215. Эверест казался гигантом, пока не сравнили с Олимпус Монс на Марсе. Эверест 8848 метров, высшая точка Земли. Олимпус Монс, крупнейший известный вулкан Солнечной системы, достигает примерно 21 900 метров, в 2,5 раза выше. Но дело не только в высоте. Диаметр вулкана около 600 километров, настолько огромный, что, стоя у его основания, вершину почти не разглядеть. Разница объясняется меньшей гравитацией Марса и отсутствием активной тектоники плит, как на Земле вулканы растут миллионами лет, не смещаясь. 216. Наверняка многие из вас уже слышали удивительную историю чешской народной художницы Аняшки Кашпарковой из деревни Лука. Почти 50 лет она бескорыстно от всей души расписывала свое село традиционными голубыми цветочными узорами в стиле моравской школы росписи. Анешка начала заниматься росписью в 40 лет и работала вручную, без трафаретов. Каждый лепесток, каждый завиток рождался прямо на стене. Благодаря ее труду обычные дома, часовни и здания превратились в живые произведения искусства. Самая известная ее работа – «Деревенская часовня». Анешка перекрашивала ее снова и снова, каждый раз с невероятной точностью и любовью. Своей преданностью делу и упорным трудом она сохранила целую культурную идентичность своего народа. После ее ухода в 2018 году традицию продолжила племянница. Благодаря самоотверженности Анешки деревня и сегодня цветет голубыми цветами и известна на весь мир. Это невероятная история о том, как одни руки и одно сердце способны сохранить и оживить целую традицию. Такие истории рассказывают нам о том, что настоящее искусство рождается из любви к месту, своим корням и людям. Как было бы здорово услышать подобные рассказы и о наших деревнях. А может быть, вы уже знаете таких мастеров на нашей родине? 217. Вид из иллюминатора на Каир. С высоты хорошо заметна характерная цветовая однородность городской застройки. Этот эффект обусловлен сочетанием нескольких факторов: аридного климата, высокой концентрации минеральной пыли в атмосфере, а также преобладанием строительных материалов светло-песочных оттенков. В результате мегаполис визуально почти сливается с окружающим пустынным ландшафтом, образуя единое бежево-охристое пространство. Каир – столица Египта и один из крупнейших мегаполисов Африки. В городской агломерации проживает около 21 миллиона человек. Высокая плотность населения, интенсивный автомобильный трафик и регулярные полевые переносы из пустынных районов формируют сложную атмосферную среду с повышенным содержанием аэрозольных частиц и смога. Удивительно, сколько географических и климатических особенностей можно рассмотреть из иллюминатора обычного рейса. 218. В Бабыловском парке Царского Села сохранился уникальный памятник имперского размаха. 50-тонная гранитная ванна Александра I. Этот монолитный сосуд диаметром более 5 метров настолько велик, что для него пришлось возводить специальный павильон.
Сегодня, несмотря на полуразрушенное состояние зала, исполинская чаша остается на своем месте как символ грандиозных амбиций прошлого. 219. Мозг мужчин стареет быстрее женского, но есть способ это замедлить, доказали ученые. Норвежские исследователи выяснили, что объем мозга уменьшается с возрастом, причем у мужчин этот процесс идет в 2 раза быстрее. Однако есть способ замедлить старение мозга. Достаточно играть в видеоигры. Шутеры, стратегии и спортивные симуляторы тренируют мозг и могут замедлить старение на 10 лет. 220. А вы знали, что зрение кореглазых и светлоглазых людей работает по-разному? Одни лучше видят на солнце, вторые легче адаптируются к темноте. Как это работает? Сейчас расскажем. Радужка глаз – это естественный фильтр. Ее цвет зависит от количества пигмента – меланина. Самое большое количество пигмента у людей с карими глазами. Самое маленькое у людей с серыми и голубыми. И это крайне полезная адаптация. У людей с темными глазами радужка поглощает часть световых лучей и уменьшает их рассеивание внутри глаз. В эпоху каменного века солнцезащитные очки никто придумать не мог, потому глаз естественным способом приспособился к защите от ультрафиолетового излучения. А его в Африке ой как много. У людей со светлой радужкой свет свободно проникает в глаз. Солнечная погода кажется слишком яркой. Снизить количество света такие люди могут лишь механически, сощуриться. Но свои бонусы у светлоглазых тоже имеются. Они легче адаптируются к темноте. Мутация с депигментацией радужки появилась на севере. Причем, чем ближе к полюсу, тем чаще эта мутация встречается. Логика та же. Светлая радужка не препятствует проникновению света. А значит, глазу проще распознать даже малейшие лучи. 221. Перед вами гигантская вета, одно из самых удивительных существ Новой Зеландии. На первый взгляд это насекомое выглядит как гость из доисторического мира, но на самом деле оно совершенно безобидно для человека. Гигантская вета считается одним из самых тяжелых насекомых на планете. Некоторые особи весят до 70 граммов. Это больше, чем весит небольшой воробей. Несмотря на свои внушительные размеры, питается она в основном листьями, фруктами и другой растительной пищей. Природа никогда не перестает удивлять. 222 нилоты – самые высокие и самые темнокожие люди на планете. Нилотские народы великанов появились в верховьях Нила много тысячелетий назад в результате смешения 2 рас негроидов. Средний рост мужчин нилота – 190 см, женщин около 185 см. Кожа нилотов не просто темна, она самая черная среди всех негроидов. Даже язык бывает черным и щеки изнутри. 223. Водопад Игуасу – 8-е чудо света. Состоит из 275 водопадов. Общая ширина водопада 3 километра, высота 82 метра. Игуасу – самый полноводный водопад в мире. Каждый час он извергает более 1 миллиарда тонн воды. Падая с высоты, потоки воды создают шум, который слышно за 20-25 километров. Игуасу является природной границей между Аргентиной и Бразилией. 224. Замок Фужер – одно из самых впечатляющих средневековых оборонительных сооружений Франции, расположенное в регионе Британь. 225. В суровых ландшафтах северного Афганистана существует удивительная техника хранения, известная под названием конгина и насчитывающая 2000 лет, которая бросает вызов представлениям о том, что современные технологии необходимы для сохранения свежести продуктов. Этот хитроумно разработанный метод предполагает упаковку виноградных гроздьев в 2 глиняные чаши, богатые грязью, которые затем запечатываются в защитную сферу. После того, как эти бирюзовые сферы пропекутся на солнце, в каждую из которых помещается около фунта сочного винограда, их надежно прячут в прохладных темных укрытиях, погребах или тайных подземных норах. Это древнее искусство позволяет семьям наслаждаться вкусом лета еще долго после того, как собран последний виноград, доказывая, что некоторые традиции не только замечательны, но и необходимы для выживания, при этом избавляя от зависимости от современных удобств. 226. Знаменитых зеленых холмов больше не существует. Легендарные обои Windows сегодня выглядят вот так.
Теперь там растут виноградники. Считается, что Microsoft купила это фото у Чарльза Ориэруа примерно за $100 тысяч. Впоследствии мужчина сожалел о том, что не заключил соглашение, основанное на выплатах за просмотры. А какие обои установлены у вас сейчас? 227. Помните об этом, когда листаете ленту. С каждым сантиметром наклона головы увеличивается нагрузка на шейный отдел позвоночника. Такие позы могут привести к болевым ощущениям в шее, плечах или пояснице. Лучшее, что вы можете сделать, следить за положением головы и делать разминку. А в какой позе вы чаще всего читаете новости? 228. В национальном парке Lençóis Maranhenses в Бразилии выпадает так много осадков, что каждый год между белоснежными песчаными дюнами образуются тысячи лагун с бирюзовой пресной водой. Сезонные ливни превращают эти песчаные холмы в одну из самых инопланетных экосистем на Земле. В пик сезона заполненные до краев бассейны привлекают туристов со всего мира, создавая сюрреалистичный контраст между сухим песком и чистейшей водой, в которой даже заводится рыба. 229. Перед вами детеныш большеухой лисицы, одного из самых необычных хищников Африки. На этом фото малыш сидит возле своей норы в заповеднике Масаи-Мара. Несмотря на название, большеухая лисица не является настоящей лисой. Ее огромные уши нужны не только для отличного слуха во время охоты, но и помогают охлаждать организм в жарком климате. Большеухие лисицы питаются в основном термитами. Благодаря такому рациону они получают почти всю необходимую влагу из пищи и могут практически никогда не пить воду. 230. На изображении мозг акулы и мозг дельфина. 231. Словно облако, гуляющее среди гор, познакомьтесь с величественным белым яком Гималаев. Белый як – редкое и удивительное животное, обитающее в высокогорных районах Тибета и Гималаев. В отличие от своих темных сородичей, он обладает белоснежной шерстью, которая идеально сливается с заснеженными горными пейзажами, придавая ему почти сказочный вид. Эти животные известны своей невероятной силой и выносливостью. Они прекрасно чувствуют себя на высоте более 3000 метров над уровнем моря, где немногие существа способны выжить. Их густая шерсть не только украшает их, но и защищает от ледяных ветров и суровых морозов. В тибетской культуре белые яки считаются священными животными и символизируют чистоту, удачу и благополучие. 232. Самка скопы расправила крылья, укрывая своих птенцов от палящего солнца. На фотографии египетского фотографа Самеха Шахина запечатлена скопа. Этот снимок занял второе место в категории «Природа. Дикая природа» на конкурсе International Photography Awards. Скопа – это крупная хищная птица, питающаяся преимущественно рыбой. Она широко известна как образцовый и заботливый родитель, защищающий свое потомство. Фото сделано на побережье Красного моря в Шарм-эш-Шейхе, Южный Синай, Египет. 233. Медоед считается самым бесстрашным животным в мире. Он без страха разоряет пчелиные ульи, охотится на ядовитых змей и способен дать отпор хищникам, которые в несколько раз крупнее его самого. Несмотря на небольшой размер, медоед прославился своей невероятной смелостью, силой и упорством. 234. Гигант из Мелового океана. На этой знаменитой фотографии 1914 года американский палеонтолог Джордж Райпер Вейланд стоит рядом с одним из самых впечатляющих экспонатов Peabody Museum of Natural History скелетом гигантской морской черепахи Архелон истирос. Этот уникальный экземпляр ученый обнаружил в 1895 году в Южной Дакоте. После многих лет кропотливой реставрации скелет был представлен публике и стал одной из главных палеонтологических находок своего времени. Архелон жил в морях позднего мелового периода, около 70-80 миллионов лет назад. Длина его тела достигала примерно 3 метров, а размах передних ласт – около 4,5 метров. Это была крупнейшая известная морская черепаха в истории Земли. Фотография напоминает о времени великих открытий, когда ученые буквально по крупицам восстанавливали облик существ, населявших нашу планету задолго до появления человека.
235. В мексиканском штате Баха-Калифорния-Сур на пляже Лос-Муэртитос скрывается отчетливый силуэт человеческого черепа, образовавшийся на дне уединенного пляжа из сочетания темных скал, коралловых рифов и светлого песка. Для Мексики, где культ Дня мертвых считается главным национальным праздником, подобная геологическая особенность выглядит особенно символично. Живописности месту добавляет и история. Во время отлива на дне залива можно разглядеть обломки старинного кораблекрушения. 236. На картине «Тайная вечеря» изображен Иуда, опрокинувший соломку, что символизирует деяние дьявола. Именно по этой причине суеверные люди, нечаянно рассыпав соль, бросают ее через левое плечо, чтобы ослепить дьявола, стоящего за спиной. 237. Слово «чипсы» является множественным числом от множественного числа, поскольку происходит от английского слова «чипс» – «чипсы», которое в единственном числе звучит как «чип» – тонкий кусочек. 238. Мировой рекорд по количеству опубликованных работ – 1084 публикации – принадлежит основателю саентологии Рону Хаббарду. 239. Мария Кюри и Альберт Эйнштейн были близкими друзьями в течение 20 лет, до самой ее кончины. 240. Мировой рекорд по приготовлению капучино, 420 чашек за час, принадлежит баристе Лизе Томас из Австралии. 241. Девятипоясные броненосцы всегда рождают 4 однояйцевых близнецов. 242. Среднее облако весит 550 тонн. 243. Человеческий нос способен различать около триллиона запахов. 244. Согласно исследованию 2013 года, дети женщин, занимавшихся физкультурой хотя бы по 20 минут 3 раза в неделю во время беременности, показывают лучшие когнитивные способности. 245. Первый роман Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» был отвергнут 12 издателями, прежде чем его напечатали. 246. В Шотландии красная дверь в доме означает, что хозяева расплатились по ипотеке. 247. Добавление соли не ускоряет закипание воды. Наоборот, она повышает температуру кипения. Например, 2% солевой раствор кипит при 102 градусах Цельсия. 248. Существует генетическое нарушение, при котором нижняя челюсть перерастает в верхнюю, что приводит к сильному удлинению подбородка, как, например, у американского телеведущего Джея Лена, страдающего от этого нарушения. 249. Ретроним – новое название вещи или явления, возникшее в связи с появлением новых версий этой вещи. Например, акустические гитары стали называть так после появления электрогитар. До этого говорили просто «гитары». 250. Викинги верили, что в загробном мире в Вальхалле живет волшебная коза, из вымени которой бесконечно льется хмельной напиток. На этом я бы хотел закончить это видео с 250 интересными фактами, чтобы не скучать в очереди за бензином. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик, до конца предлагаю узнать бонусный факт. В Бельгии многие владельцы домашних огородов выращивают больше овощей, чем может потребить их семья, особенно в разгар сезона урожая. Вместо того, чтобы позволить лишним помидорам, фасоли, моркови, тыквам, капусте и прочему испортиться, некоторые огородники выставляют у своих домов корзины с излишками урожая для всех желающих. Такие небольшие корзины позволяют соседям, прохожим, студентам, пожилым людям и любому, кто проходит мимо, взять свежие овощи бесплатно и без неловкости. Эта идея основана на простом доверии внутри сообщества. Огородники собирают столько урожая, сколько нужно им самим, а оставшиеся овощи складывают в чистые корзины, ящики или небольшие придорожные стойки, где каждый может легко их взять. Кто-то, готовя ужин, возьмет несколько овощей, а кто-то, испытывающий финансовые трудности, сможет собрать достаточно продуктов для полноценного и полезного обеда. При этом пища, которая могла бы оказаться в компосте или мусорном контейнере, используется по назначению и приносит пользу людям.
Так излишки с частного огорода превращаются в общий ресурс для всего района. Особенно прекрасна в этой практике ее тихая щедрость. Здесь нет сложных правил, бумажной волокиты и необходимости объяснять свое положение. Корзина с лишними овощами становится маленьким проявлением заботы, которое помогает сокращать пищевые отходы, способствует более здоровому питанию и укрепляет связи между людьми. Это показывает, что обычные семьи могут делать мир вокруг немного лучше, просто поделившись тем, что у них уже есть. Вот такими у нас получились 250 интересных фактов, чтобы не скучать в очереди за бензином. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, предлагайте темы, которые вы хотели бы услышать в новых видео. Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал материально зрителей в это непростое время. Их имена вы можете увидеть на экране вашего устройства прямо сейчас и в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал «Книги, истории, факты», поставить большой палец вверх, нажать на колокольчик и выбрать «Все уведомления». Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии, лайки и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.